В 2025 году на выставке в Эссене эта игра наделала достаточно много шума и собрала много хайпа. Ну и это не просто так. В первую очередь, наверное, потому что это продолжатель идейной серии настольной игры Revive, которая на русском языке переводилась как «Проект Возрождения». Так что если вас интересуют комплексные, но не слишком комплексные, камбушечные евро, смотрите сегодня до конца. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. Это евро-игра, которая называется Recall, отправит вас в далекое будущее, где люди вернулись к таким полупервобытным племенам, но при этом изучают технологии давно пропавших цивилизаций и пытаются исследовать земли вокруг своего племени, и одновременно прокачивают свои технологии, строят здания и стараются всячески развиваться. В этой игре у каждого из вас будет такой планшет, вы выберете себе одну из нескольких фракций, которыми вы сможете управлять такие племена, и получите стартовый, соответственно, себе девайс, который будет вам помогать прокручивать камбушечки и строить цепочки действий. Кроме того, что будете прокачивать планшет, вы будете перемещаться по игровому полю, причем перемещаться будете своими мипликами, и будете тратить миплы для того, чтобы выстраивать различные здания на игровом поле, и тем самым также прокачивать планшет, но и получать различные бонусы. Одновременно вы будете идти вверх по трекам знаний, которые также дадут вам бонусы и победные очки, и стараться выполнять цели на игру, коих определенное количество всегда. И все, в принципе, все, что вы будете делать при этом, будет каким-то образом влиять на ваш планшет, а ваш планшет в ответ будет влиять на то, что вы каким-то образом делаете. Игра играется всего 13 ходов, и поначалу может показаться, что ваши действия банальные и простые, вы просто вставляете вот такой вот ключик вот сюда вот в пазик и выполняете то действие, которое с ним ассоциируется. Но ваши действия будут становиться более мощными за счет того, что ключи будут прокачиваться у вас, за счет того, что вы будете сами действовать и улучшать вот этими вот жетончиками, и за счет того, что вы будете получать дополнительные действия за различные компоненты, которые вы пристроили к своему планшету. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Recall. Для начала нам нужно разобраться, что у нас есть на планшете. А на планшете у нас есть 6 слотов под вот такие ключи. У нас есть здания нескольких типов. У нас есть хранилища, мастерские и монументы. Причем каждый из этих видов зданий может строиться только на своих особых видах ячеек. То есть, например, хранилище мы можем строить только вот в таких местах, где уже когда-то было построено чье-то хранилище древней цивилизации какой-то. Различные мастерские, в зависимости от того, что они производят у нас, они будут строиться в разных местах игрового поля. То есть, например, на полях строятся вот эти, в лесах вот эти, а в горах вот эти. И каждому из них еще и своя стоимость достаточно разная. Ну, а монументы строятся только вот в таких вот клеточках, которые нам придется на игровом поле сначала найти. Мы знаем приблизительно, что монументы, мы видим где-то сверху так вот увидели, что монументы есть здесь, здесь и там. Ну и также они еще есть на краях игрового поля, мы точно знаем, что они там находятся, и это монументы, которые будут давать нам знания. Также на игровом поле у нас есть место для реликубов, так называемых. Это вот такие вот большие штуки, которые мы будем находить на игровом поле. Они будут давать там бонусы знаний и иногда даже специальные ящики. И у нас есть хранилище ресурсов, причем ресурсы здесь строятся так. То есть пока вот лежит это здесь вот штучка, это 3 белых кристалла. Если они лежат здесь, это розовые кристаллы, а здесь это уже фиолетовые кристаллы. При этом кристаллы мы можем прокачивать в любой момент игрового хода. За 3 кристалла можем сделать один себе повыше. А также специальными действиями мы также сможем эти кристаллы себе улучшать. Вообще игра построена на том, что вы как можно круче качаете свой планшет и перемещаетесь вот здесь по игровому полю. И это очень два сильно взаимосвязанных элемента в игре, которые очень плавно работают и, на мой взгляд, работают даже лучше гораздо, чем в игре Revive, который породитель этой игры. Итак, что мы делаем с своим ходом? У нас есть два варианта хода по факту. У нас есть ход, когда мы будем использовать действия, и ход, когда мы будем возвращать все с планшета потраченное, то есть возвращать себе ключи и получать различные бонусы за то, что мы что-то открыли или сделали. И вот этот второй вариант хода называется Recall, но начнем мы с первого. Первое — это то, что мы берем ключик и вставляем его в любое из этих действий. Каждое из этих действий отдельно дает нам различные эффекты. И в частности, давайте начнем со второго. Второе действие говорит нам следующее. Мы можем пройти на 2, можем пройти на 3, если доплатим, на 4, если доплатим, на 5, если доплатим. И потом построить. Когда мы ходим, мы выбираем любое количество миплов из клеточки и идем куда-то ими. То есть, например, мы идем вот этими миплами вот сюда. Всеми. Могли также пойти, например, вот сюда. И от этого будет зависеть тот вид строительства, который мы будем делать. В частности, давайте разберем сначала вот с этим. Это раскопки. Там мы копаем важные знания. И у нас есть такая памятка на игровом поле, что если элементов знаний лежит пока 3 на игровом поле, нам нужно потратить один белый кристалл, сбросить его совсем,
И за это мы получим 2 знания в любом треке. В частности, продвигались бы вот здесь на 2, например. И при этом мы забираем этот жетончик себе. Эти жетончики очень полезны и важны, они вам реально пригодятся. Если было здесь 2, нам пришлось платить розовый кристалл уже, но мы получили бы 3 знания. 1, соответственно, 4 и платили бы уже фиолетовый кристалл. Если мы пришли на какую-то территорию, мы можем построить одно из наших зданий. Соответственно, хранилище, мастерскую или монумент, в зависимости от того места, где мы находимся. В данном случае мы находимся на месте древнего хранилища, и здесь можем поставить свое. Мы платим одного мипла прямо с этой локации и выставляем любое из этих зданий на эту клеточку, тем самым получая тот бонус, который на нем написан. Например, мы хотели поставить вот это здание и подняться еще на 2, еще по этому треку. Раз, 2. Мы первым пересекли вот эту часть. За это мы получаем одно победное очко и вскрываем древнюю цивилизацию, которая была здесь. Мы теперь знаем, что у нас есть некоторые знания по этой цивилизации и сможем рано или поздно ей пользоваться, ее благами. Мы, например, когда перейдем вот здесь, мы заберем себе красненький жетончик. И также вот этот жетон положим к ней и сможем ей пользоваться. Ну, допустим, пока положим, мы к этому моменту еще вернемся. То есть все, мы типа получили знания этой цивилизации, при этом мы, соответственно, здесь же еще вот в этом месте получаем себе одну из микросхем дополнительных, которые сможем приставить к своему планшетику. То есть получили сразу целую пачку бонусов. Также могли построить любую из мастерских. Каждый вид мастерской дает нам желтый, зеленый или черный ключик. И это улучшенные, более крутые ключи. Соответственно, могли бы взять себе желтый, там, например, если вы еще потом прокачались, взяли бы себе зеленый и потом взяли бы черный. И тем самым мы набираем себе больше ключей, и нам можно будет выполнить больше действий до того, как нам придется эти ключи вынимать. Это прям классная штука. То есть ключей много не бывает, и это всегда хорошо. Во-первых, у вас появляется выбор, какие бонусы вы будете получать к ним, а во-вторых, у вас появляются ключи с бонусами в принципе. Так, следующий вариант действия – это переправиться по морю, по воде и построить. В данном случае мы могли бы вот эти взять 2 миплов и переправиться на раз-две клеточки вот сюда, например. За это мы потратили бы вот этот ключик. Ну а поскольку ключ у меня уже с бонусом, я также мог получить либо одно победное очко, либо одного мипла сразу поставить либо к своему зданию, либо к тем миплам, которые у меня уже есть. Ну давайте, допустим, мы получим одно победное очко. Далее я вошел в клетку с реликубом, и это важный момент. Как только вы входите в клетку с реликубом, вы обязаны заплатить указанное вот здесь количество миплов для того, чтобы этот реликуб себе забрать. У нас реликуб черный, у нас ни одного пока нет, и поэтому мы должны заплатить одного из этих миплов и забрать реликуб себе сюда, а за это сразу прокачаться себе по этому треку еще разочек. И вот мы уже ближе и ближе все идем к верху трека, и это нам прям полезно и позитивно. Мы это все дело получили, и у меня есть еще действие строительства. В лесу я могу строить вот эти здания за снятие вот этого товарища и за розовый кристалл. Причем у нас, видите, они разбиты на 3 части, и всегда мы строим сначала нижние, потом верхние. Ну, допустим, у меня было бы 3 кристалла белых. Я свободным действием, которое может делать сколько угодно раз в ход, перекрашиваю их в розовый, 3 в 1, трачу этот розовый, снимаю вот этот вот жетончик и ставлю его сюда. Теперь у меня появился еще один зеленый ключ, я его забрал себе и радуюсь жизни, прокачав свой планшет раз. Хотя пока вы не знаете, в чем прикол-то с этим прокачкой планшета, будет позже. И получил, соответственно, себе еще издание здесь. Во-первых, я смогу здесь миплов рожать теперь новых, а во-вторых, как бы у меня появились открытые ячейки. А открытые ячейки, поверьте мне, это круто. Следующее, соответственно, очень простое действие. 2 раза можно выполнить либо походить, либо построить. Это очень важно будет, когда у вас будет уже достаточно много миплов на игровом поле. Вы сможете ими много ходить, например, с помощью этого действия, а потом в нескольких местах сразу строиться, например, за это действие. Полезно, позитивно, классно. Вот это действие здоровское. Оно говорит вам о том, что вы, например, можете, то есть мы сделаем вот так вот как раз, подоткнем туда зелененького. Мы сначала поставим миплы сюда, потом исполним вот это действие глазика, мы вскроем вот эту картину, положим ее себе как мы хотим, потом, соответственно, походим вот сюда и попробуем построить. Ну, то есть для этого нам нужен был бы, конечно, кристалл, допустим, он у нас есть. И мы будем строить вот на этой территории, будем строить себе за 1 белый кристалл вот это здание. Построили его сюда, мипл ушел. Для того, чтобы мы построили здание рядом с форпостом, с местом, где с красной ячейкой, на которой строить ничего нельзя, мы получаем сразу 2 миплов себе куда угодно и поставим их обратно сюда вот. Важный момент, у нас открылись 2 новых реликуба, мы их из мешочка достаем, кубическое ставим сюда и сюда, и здесь открылось новое место для раскопок, и там тоже достаем 3 жетончика, типа вот у нас раз, 2 и 3.
Цвета этих жетончиков по-настоящему почти нигде не имеют значения, кроме как на вот этих картах целей, потому что иногда могут от вас требовать они 3 разных жетонов разных цветов. И мы походили, соответственно, этим действием. Далее остаются у нас 2 всего лишь простых действия. Выставить 2 мипов куда угодно и за сброс кристалла повторить еще одно действие. При этом, как вы уже поняли, мы можем выполнять кучу дополнительных действий в ход, например, перекрашивать кристаллы в более блатные или, соответственно, в более слабые. Но при этом мы обычно, если, например, только что за 3 белых купили 1 розовый, потом хотим сделать это обратно мы получим уже только 2 белых, что не очень выгодно. Также есть очень важное действие, которое позволяет нам, если у нас есть такие вот жетончики, мы знаем, что на них есть разные бонусы, применять эти бонусы и исполнять их. И третий вариант, который у нас есть, это запускать вот такие вот ячеечки. Запускаем мы их с помощью вот этих вот штучек. И важно то, что они есть в нескольких местах. Во-первых, она есть на вашей карте вашего племени. То есть моя конкретно дает, например, что при переходе вот через такую клеточку я могу отправить туда вот этот жетончик и получить этот бонус дважды. И я получил бы мощные 1, 2, 3, 4, 5, 6 очков. И оторвался от оппонентов очень сильно. Также, если вы уже открыли какое-то племя и положили на него свой жетончик, у вас появляется ячейка вот здесь, и мы можем воспользоваться бонусом этого племени. И, например, вернуть себе ключ и забрать его обратно и снова его использовать, если нам это пригодится. Или, например, отправиться на одну из своих микросхем, которые дают вам разные способности. Например, вот это говорит мне о том, что когда я строю хранилище, я прокачиваю себя где-то еще по треку на 1. А вот это говорит мне о том, что я смогу использовать 2 красные ячейки из открытых мной уже мест. И как раз давайте перейдем к красным ячеечкам. Каждый раз, когда у вас закончились ключи или закончились ячейки, которые бы вы хотели, вы можете действовать действием recall, так называемым. Тогда все ваши вот эти вот жетончики вернутся обратно сюда. Все ваши ключи вынимаются. И сколько вы ключей вынули, столько вот этих вот красных ячеек открытых вы сможете использовать. И чем выше ячейки там обычно, вот в этих 2 столбцах, тем они лучше. В данном случае я достал 4 ключа, и я могу сделать следующее. Я могу взять 2 белых кристалла. 2 белых кристалла. Один из них себе улучшить до розового. И взять, например, еще одного мипла. Выставить его сразу, например, вот в это здание. И после этого получить еще один белый кристалл. Вот 4 ключа, как бы я достал, 4 ячейки заюзал. И на этом, в принципе, мой ход заканчивается. А в следующий ход я уже смогу бегать этими миплами, вставлять новые ключи и так далее. При этом важный момент, вы видели, проскочили мы вот эти штучки здесь, да? Это очень важно. Здесь, в этой игре, вы получаете 2 вида победных очков. Первый из них это победные очки в зелененьком цвете, а вторые в фиолетовом цвете. В фиолетовом цвете это очки, которые вы получаете в конце игры. Но здесь очень важно иметь победные очки в ходе игры. То есть настраиваться на то, что вы по ходу игры все заработаете себе на потом, выполняя цели и так далее, не самый лучший вариант, потому что в ходе игры победные очки в том числе прокачивают вам планшет. Каждый раз, когда ваша ячейка переходит вот через этот символ, вы получаете себе вот такой вот двусторонний жетончик, который вставляете в соответствующую по букве ячейку. И это усиленные действия, которые, например, вот здесь вот вы сможете походить и 2 раза построить. Или, например, больше ходить и строить 1 раз. И вы выставляете ее себе сюда, и каждый раз, когда вы теперь используете это действие с ключом, у вас будет ячейка, которая прокачанная, которая дает вам более сильное действие. Чем быстрее вы их получите, тем, конечно же, вам лучше, потому что вы будете больше делать, больше получать и больше в итоге зарабатывать. И финальное, соответственно, что у вас есть еще, это когда ваша делегация приходит на такую клеточку. Когда она приходит сюда, и вы хотели бы построить на ней монумент, вы выбираете всегда самый нижний монумент, платите за него фиолетовым кристаллом, самым дорогим, и за это выбираете себе один из этих тайлов, выбираете его сюда, например. Мы вот построили здесь вот за 1 фиолетовый кристалл, положили его сюда. И сразу же здесь выполнили его бонус, поставили 3 человечков, а в конце игры за это еще получим 5 победных очков, потому что там стоит наш монумент, да еще и открыли новую ячейку, которая тоже дает победные очки. Круто? Классно. Итак, вы действуете раунд за раундом, пока ваш раунд-трекер не дойдет до вот этой штучки. И в этот момент вам придется выбрать одну из 2 вещей. У нас все 6 карт целей — это карты общие. И это фактически как бы все цели на игру, которые вам нужно знать, и вы за них будете получать победные очки. То есть вы будете получать победные очки за вот такие штучки, вы будете получать победные очки за монументы, которые построили, за прокачку по трекам, как они указаны здесь, за ключи, потому что более блатные ключи уже приносят победные очки, и на них это самих написано. Вы будете получать за вот этот вот склад ваш, и будете получать себе за построенные хранилища. При этом важный момент, как видите, что в каждой карточке 2 части. И вот вторую часть вы будете выбирать каждый раз, и здесь раскладка будет разная между 2. То есть, например, когда мы дошли до сюда, мне придется решить в первый раз, хочу ли я получать 6 победных очков за каждый полный столбец в этом треке.
Или, может быть, я хочу получить по 2 дополнительных очка за каждое свое хранилище. Здесь мне придется выбрать, но выбирать придется не только потому, что дается здесь, но еще и бонусы разные. То есть, например, я пока в первый вход не определился, что мне важнее, это или это, я посмотрю, мне сейчас хорошо было бы прокачать себе трек. Или получить 2 белых кристалла, я, соответственно, выберу либо так, либо так. И буду до конца игры пользоваться этим выбором. Таких 2 выбора будет еще. Раз, 2. А вот в этом месте мы будем выбирать из карт целей, которые получили в начале игры, одну. И мне всегда нравится вот эта вот механика, когда вам не в самом начале игры нужно выбрать, что вы будете конкретно преследовать, какую цель, а когда вы можете это сделать где-то ближе к середине игры и уже понимать, что вам ближе и удобнее. Но здесь, опять же, прикольно то, что у вас есть не только как бы цель, и каждый из них дает 15 очков, но и бонус, который вы получите, если от этой цели откажетесь. И вот иногда надо подумать, вот, например, у меня разные храмы есть, это здорово, 3 куба разных цвета есть, и то у меня есть, мне вот этот бонус сейчас будет полезнее, например, чем другой, я заберу его себе, а цель оставлю на конец игры. В конце игры мы получаем победные очки по всем этим картам. Победные очки также получаем за лишние ресурсы, которые у нас остались. И в целом это все, что вам нужно знать про игру, потому что как бы она массивно не выглядела, правила в ней достаточно простые, вам нужно понять всего лишь, как работают все эти действия. Но в самом ходе игры вам может показаться, что 13 ходов это очень мало, потому что, да, первые ваши ходы вы будете ходить таким образом, типа поставил 2 мипликов, или походил на 2, построил одно здание. Но потом у вас получится такая возможность, что вот, например, даже с этим ключом, вот здесь можно походить миплами в несколько разных мест, а потом еще и построить разочек, а потом применить какой-нибудь из этих жетонов, который позволяет вам построить еще раз где-то в другом месте, а может быть и 2, и 3, и так далее. А может быть вы эти жетоны как раз получили в результате своего действия, которое вы выполнили. Ну, то есть вариантов масса. То есть вы, например, пошли куда-то, там прокачались по знаниям, знания вас догнали до этого жетончика, и вы получили дополнительный жетончик, у вас миплы стоят в другом месте, и, соответственно, вы там строите тоже. Элементы взаимодействия между игроками здесь минимальные, за исключением того, что игроки все, конечно же, стараются бежать и забирать себе реликубы, стараются выкапывать вот эти штучки и стараются открывать новые территории, потому что они в том числе приносят победные очки. То есть изначально, конечно, самый простой способ получения победных очков — это вскрытие новых территорий, потому что за них вы получаете как минимум 1 очко, если только вы находитесь в этой территории на соседнем тайле, а если там их несколько игроков, то несколько игроков. Второй момент — это то, что здорово ставить здание на какой-то клетке первым. Потому что если вы ставите здание на какой-то клетке первым, вы тратите всего 1 миплика. А если там уже есть здание, то вы тратите мипликов больше, и другие игроки их получают себе, этих мипликов, на этом же здании. То есть ваши люди переходят на другую сторону для того, чтобы построить здание. Игра достаточно комплексная и достаточно разнообразная. И разнообразие ее заключается, и реиграбельность, не только в том, как у вас изначально на базовом поле будут выкладываться ваши тайлы, что здесь они могут быть по-разному, что вот там вот эти вот цели могут быть по-разному, что вот древние цивилизации могут у вас выкладываться по-разному, вот эти вот тайлы, которые дополнительных действий будут идти и так далее. Даже не в этом дело. Сами по себе фракции, они достаточно асимметричные. И не только за счет того, что у них есть этот бонус, но и за счет того, как они себя ведут. То есть есть, например, даже фракции, которые имеют специальные свои жетоны. Вот, например, есть фракция, которая может приходить на аутпосты и туда выкладывать жетоны колец, за это получать дополнительные бонусы. То есть, да, вроде как лишний ход ему надо сделать, куда бы, может быть, никто бы не пошел, но зато он там получает прям достаточно мощные и полезные фишки. Есть, например, племя, которое выращивает свинок, и у них прям деревянные свинки, они ходят с ними по полю, и они могут тратить этих свинок вместо того, чтобы тратить миплов на постройку и так далее. И в целом, комбинаторика в игре достаточно большая, потому что вы в свой ход стараетесь выжать максимум, не только за счет ключа, который вы сунули, но и за счет того, что у вас есть вот разные возможности и способности вот здесь и вот на этих жетонах. И получается так, что когда вы собираете свой ход, вот у меня последний ход, например, был в одной из партий, выглядит таким образом, что я 3 раза походил, 2 раза построил, получил еще дополнительных бонусов и набрал себе кучу ресурсов на, соответственно, то, чтобы потом в конце игры обменять их на победные очки. Это приятная, хорошая, крепкая евра, в которую можно играть до 4 игроков, но в целом, наверное, я бы рекомендовал бы играть на нее втроем, потому что тогда у вас и плотность на поле достаточно большая, и времени свой ход ждать не то чтобы слишком много. Когда игроки разберутся, партию можно играть за 1,5-2 часа, но единственный момент, который смущает прям действительно, это то, что она занимает очень много места. Как вы знаете, я обычно обзоры снимаю, выкладывая 3 планшета, чтобы симулировать, что игра на 3 игроков. Здесь же пришлось это делать на 2, потому что, ну, как вы видите, планшеты надо подтыкивать вот здесь, надо выставлять вот здесь, и места она занимает достаточно много. Но если вы хотите хорошую свеженькую евру с классной комбинаторикой и огромным количеством возможностей того, что вы можете сделать свой ход и как вы можете обхитрить оппонента, да и при этом еще пространственным элементом и небольшим таким исследованием, то Recall — это ваш вариант. А это все на сегодня. С вами был Юра. Вы смотрели Geek Media. Всем пока.